Приветствую вас, друзья, с вами как всегда Survagger, а на ваших экранах очередной 24-й выпуск новостей по игре Seven Days to Die. В этом выпуске обзор очередного видео от Джоэла, плюс как обычно немного новостей с форума. Ну что ж, давайте приступать. Новый вид меню. Первое, что нам показал Джоэл, это новое оформление главного меню, списка сохраненных игр и окна создания новой игры. В списке сохраненных игр, как и при создании новой игры, теперь все настройки удобно разбиты по вкладкам и помещаются на экране, без необходимости прокручивать их в список. Кроме нового оформления главного меню, также можно заметить, что пункт, который сейчас называется Connect to Server, может быть переименован в Join a Game, присоединиться к игре. Список серверов пока что имеет старый вид, но это, видимо, еще в процессе. Если честно, мне пока что вообще плевать на то, как выглядит меню. Я думаю, этим можно было бы заняться уже непосредственно перед релизом. Тем более ничего сверхкрутого Джоэл тут не показал. Следующее, что мы видим, и самое главное в этом коротеньком видео от Джоэла, это внедорожник Jeep. Это один из новых видов транспорта, введение которого в игру в 17-й альфе было некоторое время под большим вопросом. Но разработчики, видимо, все-таки решили заняться им всерьез и ввести его в игру. Этот транспорт мы уже имели честь видеть, но только в качестве концепт-арта. Теперь же это полноценный работающий транспорт, который мы сейчас и посмотрим в действии. Первое, что обращает на себя внимание при езде на джипе, это полоска прочности в верхней части экрана, в дополнение к уже привычному индикатору прочности в правой нижней части. Могу вам сказать, что это очень удобно, и скорее всего такая же полоска прочности будет нам показана при езде на любом другом транспорте. Сам джип еще не закончен. По задумке, из двух огромных выхлопных труб, размещенных за кабиной водителя, должны будут вырываться клубы дыма и выхлопных газов. Также при езде из-под колес должны будут вырываться пыль, песок или брызги воды, в зависимости от типа поверхности, по которой будет ехать этот монстр. Обратите внимание на то, как работает независимая подвеска, которая позволяет каждому колесу, независимо от других колес, повторять рельеф, по которому движется автомобиль. Сейчас при езде можно заметить, что как минимум для этого вида транспорта уже не являются препятствием растения юкки. Автомобиль просто проезжает сквозь них, не нанося им никакого урона. Возможно, что также это будет работать с мини-байком и мотоциклом, по крайней мере об этом шла речь в прошлых моих новостных видео. Кактусы и кучи мусора легко уничтожаются джипом при столкновении без потери скорости, но мусор также легко разрушается, если попадает под колеса джипа. Если под колеса попадает коряга или шлакоблок, то джип очень сильно подпрыгивает на этих препятствиях, при этом теряя значительную часть скорости, что, как по мне, выглядит не очень реалистично. Также эти препятствия могут быть уничтожены с помощью забрала, установленного на передней части джипа, но это также значительно снижает скорость транспорта. Со слов Джоэла, на момент съемки видео уже есть зависимость урона, наносимого джипом при столкновении, от скорости, на которой происходит столкновение с препятствием. Чем выше скорость, тем больше урона будет нанесено. Джоэл попытался это продемонстрировать на примере ворот гаража, но в процессе демонстрации раскрылся недостаток, который имеет джип с установленным защитным забралом. Заключается недостаток в том, что джип с забралом просто не в состоянии преодолевать более-менее крутые подъемы, что в таком виде превращает этот джип из внедорожника в автомобиль с обычной проходимостью. Хочется верить, что это забрало можно будет устанавливать по желанию, в зависимости от целей, для которых будет использоваться транспорт. Тем не менее, ворота гаража Джоэлу, пусть и не с первого раза, но все-таки удается снести. Выглядело это пока что не очень эпично, и это мягко сказано. Джоэл заверил нас, что по задумке такие препятствия джип должен будет сносить за один раз и продолжать движение дальше. Это касается и других препятствий типа коряг, шлакоблоков и других им подобных. Так что все это еще будет настраиваться и дорабатываться. Также в некоторых моментах грузовик так сильно подбрасывает, как будто у него или очень жесткая подвеска, или она напрочь отсутствует и состоит исключительно из достаточно жестких пружин. В то же время при езде по обычной неровной поверхности все выглядит более-менее сносно. Что же касается звука двигателя, то он весьма сносный, чего нельзя сказать о том, какие звуки издает сам корпус джипа. Да он при движении и столкновении скрипит и тарахтит, словно старая тележка из супермаркета, вы только послушайте. Smash that pile of rubble back there. Я понимаю, что это апокалипсис, и джип собран, как говорится, из говна и палок, но все равно звучать он должен по-другому, как думаете? В одном из моментов Джоэл чуть не въехал в воронку на дороге. Было бы интересно посмотреть, как бы он выпутывался из этой ситуации. Если помните, в новой системе транспорта мы уже не сможем разбирать наш транспорт на запчасти, так как после создания транспорта он становится единым целым, и на него можно будет только навешивать модификации и ремонтировать.
Возможно, его можно будет разобрать гаечным ключом, но вы же понимаете, что в этом случае мы никак не получим полный набор деталей, достаточно для того, чтобы тут же, не отходя от кассы, собрать новый транспорт, как это происходит сейчас с мини-байком. Так что в новом мире 17-й Альфы вполне возможны ситуации, когда можно будет найти в воронке, яме, кратере или на дне водоема брошенный мотоцикл или джип. Следующее, что продемонстрировал нам Джоэл, это как реагируют зомби на столкновение с джипом. Ну тут ничего нового, нечто подобное мы уже видели в прошлом его видео. Зомби по-прежнему при столкновении ведут себя как тряпичные куклы и по-прежнему не получают урона при ударе. Джип при столкновении с зомби немного теряет скорость, из чего можно сделать вывод, что большое скопление зомби вполне может и остановить машину, тем самым заставив нас покинуть транспорт и вступить с зомби в рукопашную, ну или в огнестрельную, тут уж как повезет с вооружением. Джип одинаково сильно теряет скорость независимо от того, в какого зомби он врезается, хотя по логике потеря скорости при столкновении с обычным зомби типа медсестры и жердяем должны кардинально отличаться. Я мог бы найти еще множество мелких недостатков, но все же стоит помнить, что это первый и недоработанный вариант джипа, и многое еще будет дорабатываться и донастраиваться. В конце видео Джоэл упомянул о том, что на тестовом сервере разработчиков на момент записи видео не оказалось никого онлайн, но если бы кто-то подвернулся, то удалось бы продемонстрировать работу системы пассажирских мест. Да, джип будет как минимум двухместным, но также возможно будут созданы места для сидения в задней части джипа, что позволит брать на борт более одного дополнительного пассажира. Сколько будет дополнительных мест, точно неизвестно. Джоэл говорит, что работа над этим велась, но он не видел, насколько это хорошо работает. Многоместный транспорт добавит в игру новые элементы геймплея для мультиплеерной части игры. К примеру, вы сможете брать с собой друзей в поход за лутом, даже если у них нет транспорта, или если, к примеру, вы не рассчитали время или просто потеряли свой транспорт и ночь застала вас на открытой местности по пути домой, вы просто сможете попросить друзей забрать вас на джипе и подбросить на вашу базу, и многое другое. И еще одно, о чем Джоэл умолчал, может потому, что это толком не работает, или может это тема одного из следующих видео, но вы должны были обратить внимание на индикатор ядовито-желтого цвета, который появился в левой нижней части экрана, над индикатором выносливости. Данный индикатор помечен значком открытого глаза, и как я понял, это индикатор скрытности персонажа, который имеет самое прямое отношение к системе стелса 2.0, которая станет нам доступна вместе с выходом 17-й альфы. Как же это работает в данный момент и от чего зависит процент заполненности полоски индикатора? Вот что я заметил. Если мы просто стоим на освещенной местности, то индикатор заполнен на 50%. Если же мы начинаем двигаться, то эта полоска заполняется на все 100%. Если сесть в джип в освещенном месте, то в одном из случаев полоска заполнилась на 50%, а во втором на 75%. Хотя в обоих этих случаях джип стоял на месте и не двигался. Тут, видимо, система дала небольшой сбой. Смотрим дальше. Во время езды на джипе по освещенной местности эта полоска постоянно заполнена на 75%. Когда джип заезжает в тень, то полоска оказывается заполнена всего на 13%. Уверен, если персонаж пешком зайдет в тень, то полоска будет полностью пуста. Как я понял, на заполненность этой полоски пока что не влияет количество издаваемого игроком шума, когда он находится за рулем, но думаю, это еще поправят. В общем, новый индикатор, судя по всему, показывает, насколько заметен игрок для NPC, зомби и животных. Если вы считаете, что я не прав, можете предложить свой вариант в комментариях, будет интересно. В конце видео Джоэл говорит, что у него есть еще очень много материала, который можно было бы показать, но он решил растянуть этот материал на 2-3 видео, плюс на подходе еще очень много обновлений и новинок, так что обзоры от Джоэла, возможно, начнут выходить чаще, чем это было до выхода данного видео. Также Джоэл упомянул, что 17-я альфа во многом будет выглядеть так, как игра должна будет выглядеть уже находясь в бета-версии, чем еще раз косвенно подтвердил то, что последней версией в стадии альфа будет именно 18-я версия сборки игры. 17-я альфа принесет с собой множество изменений, таких как стелс, новая система оружия, система силовой атаки, полностью переработанная и обновленная система перков и навыков, которая по сути открыла доступ к неограниченным возможностям как для разработчиков игры, так и для разработчиков модов. И это еще не полный список того, что появится в игре с выходом 17-й альфы. Ну что же, это все, что было показано в видео Джоэла. Далее вас ждут небольшие новости с официального форума. Многие сейчас страдают от того, что вместимость имеющегося у нас мини-байка, так сказать багажника, мягко говоря, недостаточно для комфортной игры. Особенно это ощущается, когда понимаешь, что кроме мини-байка другой альтернативы просто нет. И вроде как такая вместимость багажника мини-байка вполне оправдана размерами самого этого багажника, представляющего из себя корзинку из супермаркета, которая даже визуально меньше заплечного рюкзака нашего персонажа, многие тем не менее хотели бы иметь больше места для лута.
После выхода 17-й альфы у нас наконец-то появятся альтернативные дополнительные места хранения лута в виде джипа и, возможно, мотоцикла. Что касается мотоцикла, информации о том, будет ли его багажник более вместительным, чем багажник нынешнего мини-байка, пока что нет. А вот относительно размеров багажника джипа Джоэл на форуме высказал некоторые предположения. Со слов Джоэла, разработчики еще не занимались этим вопросом, но так как джип будет самым большим транспортом в игре, то его багажник должен быть самым большим. Идея состоит в том, чтобы выжать из текущего интерфейса максимум и сделать инвентарь джипа настолько большим, насколько это вообще возможно. Теоретически инвентарь джипа сможет иметь размеры 8 на 10 ячеек, ну или что-то очень близкое к этому. Напомню, что мини-байк сейчас имеет инвентарь размером 3 на 6 ячеек. Исходя из этой информации, я могу предположить, что инвентарь мотоцикла, имея 2 седельные сумки, должен быть больше инвентаря мини-байка минимум в 2 раза. А вот что касается велосипеда, то у него, как мне кажется, может вообще не быть инвентаря, или будет такой же, как у мини-байка. Но это только мое мнение. Далее, что касается управления транспортом от первого лица. Джоэл сказал, что, несмотря на наличие анимации рук персонажа в момент поворота рулевого колеса, возможность управления транспортом от первого лица на данный момент не запланирована. Но это совершенно не значит, что это не может быть добавлено в игру позже. Что касается рукопашного боя в игре, то в данный момент также ведется работа над изменением скорости анимации атаки. Делается это потому, что новая система бафов, кроме всего прочего, позволит также влиять на скорость рукопашной атаки персонажа, увеличивать или уменьшать ее. Также в данный момент полным ходом идет работа над системой электричества в игре. Ну как полным ходом. Занимается этим разработчик по имени Латан, которому в данный момент также поручена работа над квестами. Разработка квестов в данный момент для разработчиков имеет намного больший приоритет, чем электричество. Потому за работу над улучшением и расширением системы электричества Латан возьмется только тогда, когда закончит работу над квестами. Электричество в том виде, как оно пришло в 16-ю альфу, не является окончательным вариантом его реализации. Это была первая работоспособная версия. Данная система еще будет дорабатываться и донастраиваться, а также обрастать новыми устройствами и ловушками. Сможем ли мы увидеть что-то из этого в 17-й альфе, ее патчах или в 18-й альфе, пока неизвестно. Физика воды и лодки. В одном из прошлых видео Джоэл упоминал про лодки, но тогда не сказал даже примерно, когда это можно будет ожидать. В данный момент стало известно, что лодки будут добавлены в игру только после того, как будет реализована нормальная физика воды. А сделать нормальную физику воды планируется только после выхода 17-й альфы. То есть порядок таков. Сначала выходит 17-я альфа, потом физика воды и только потом водный транспорт. И напоследок немного о грустном. Крайние сроки выхода стабильной версии 17-й альфы перенесены аж на август 2018 года, а в июле, возможно, станет доступна экспериментальная версия. Это не значит, что 17-я альфа непременно выйдет в августе, возможно, это произойдет раньше. Но учитывая те изменения, которые анонсируют разработчики, август в качестве даты выхода 17-й альфы выглядит очень даже реалистичной датой, хотя кто их знает. Может так случиться, что часть новинок будет отложена на 18-ю альфу по причине сложности реализации, и 17-я альфа выйдет раньше. Я уже даже не знаю. С одной стороны, вроде и обновления хочется получить как можно раньше, а с другой стороны, хочется, чтобы список новинок в игре был как можно полнее. Думаю, что все-таки готов подождать до августа и получить полный набор нововведений, чем нечто обрезанное, но пораньше. А что думаете вы на этот счет? Ну что же, на сегодня это все. Пишите в комментариях под видео свое мнение. Если вам понравилось видео, ставьте свой честный лайк и обязательно делитесь этим видео с теми, кому так же, как и вам, нравится игра 7 Days to Die и в целом тематика зомби-апокалипсиса. С вами, как всегда, был Сурвагер. Увидимся в следующих видео. Всем пока!